Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. На этом канале мы вам рассказываем о колесе жизненного баланса и о тех факторах, которые влияют на колесо жизненного баланса. Сегодня мы рассмотрим тему влияния стресса на краткосрочные и долгосрочные достижения. У меня тут за спиной есть схема, и мы в этой схеме, для тех, кто не смотрит, повторим ту информацию, которая есть в предыдущем видео. Итак, вы планируете свои краткосрочные достижения, долгосрочные достижения. Если вы работаете в сфере бизнеса и хотите получить пользу от своих достижений, вы можете продумать свой план монетизации ваших достижений, которые связаны фактором времени. Краткосрочные достижения связаны очень коротким периодом времени, примерно до 3 месяцев вперед. Долгосрочные достижения, они требуют значительных усилий, требуют предварительного легкого или тщательного планирования, и они, как бонус, несут больший результат, которым вы можете воспользоваться и гордиться на протяжении длительного времени. Итак, поговорим о факторе стресса. Если вы при достижении своих краткосрочных планов испытываете стресс, то всегда задавались, наверное, вопросом или один раз, или несколько раз. А вот почему я при достижениях испытываю такой стресс, оправдывает ли цель такой уровень стресса, и что делать, если цель мне нравится, но я на пути к этой цели испытываю сильный стресс. Итак, давайте разберемся, как стресс может влиять на ваши достижения и что делать, если вы испытываете стресс, как правильно поступить или когда нужно просто пересмотреть свои цели и спланировать какой-то другой вариант достижения цели. Тем, кто смотрит наш первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, пересылайте это видео своим друзьям, знакомым. Если у вас есть какие-то комментарии, замечания, предложения, пишите, пожалуйста. Мы любым вашим сообщениям рады, потому что они помогают глубже изучать тему. Если есть какие-то интересные знания, которые вы нам порекомендуете, мы обязательно расскажем в следующем видео. Я продолжаю. Итак, давайте начнем с планирования долгосрочных достижений. Допустим, вы запланировали какое-то грандиозное событие, которое хотите сделать, или достижение, которое вы хотите сделать в течение года. То есть вы начинаете 1 января, и примерно в декабре вы хотите уже получить тот результат, и за декабрь получить его монетизацию. Если вы в начале этого пути испытываете небольшой стресс, то это всего лишь говорит о том, что вам не хватает опыта, и этот опыт можете получить от друзей, коллег или других профессиональных источников. Если вы испытываете стресс при коммуникации с теми, кто помогает вам делать этот проект, тогда вам нужно сосредоточиться на поиске единомышленников, те, кто хорошо понимают цели этого проекта, этого достижения, и чем больше у вас единомышленников, тем меньший уровень стресса вы будете испытывать. При недостаточном количестве единомышленников вы будете одним или одной те, кто понимает цели проекта, поэтому самое важное, примерно до половины пути, набрать критическое количество единомышленников, которые будут верить в цели этого проекта, в судьбу этого проекта и будут понимать, зачем это нужно достижение. Если вы испытываете стресс при реализации краткосрочных достижений, тогда вы должны понимать, что за период до 3 месяцев вам сложно будет найти единомышленников, и это всего лишь говорит о том, что вы еще не имеете опыта в организации таких событий или таких достижений. Вам нужно просто снять немножко планку перфекционизма и для себя понять, если вы это достижение в течение 3 месяцев сделаете, ничего страшного не произойдет, это будет, если это будет не на оценку 5, а на оценку 4 с плюсом или 4 с маленьким плюсом. Первое, что вы получите при реализации своих краткосрочных достижений, получив стресс, вы получите опыт, вы поймете, что все-таки планирование – это тот инструмент, который помогает справиться со стрессом, и стресс в данном случае является
тем важным и индикатором, насколько ваш текущий уровень опыта и знаний помогает вам реализовывать достижения. Если эти достижения лежат вне плоскости вашей профессиональной деятельности, допустим, эти достижения связаны с хобби, с тем видом деятельности, которой вы еще не занимались, то уровень стресса должен по мере реализации этих достижений постепенно уменьшаться. Если уровень стресса на протяжении 3 месяцев только нарастает, нужно просто понять, какой из этих проектов можно спокойненько закончить или поставить на паузу. Поверьте, здесь ничего страшного не произойдет. А те проекты, которые идут с меньшим уровнем стресса, они должны получить другой приоритет. Давайте рассмотрим стресс при монетизации достижений. Монетизация достижений можно разделить на 2 большие группы. Мгновенная монетизация, то есть буквально там 1-2 месяца после того, как завершилось это событие или свершилось это событие, либо монетизация долгосрочная, когда ваш проект получает публичную огласку, и люди, узнав о этом проекте достаточно поздно, допустим, через год, имеют желание вам помочь, обратиться к вам за услугой, которую вы хотите оказать, или хотят купить у вас товары или какие-то комплексные услуги, то здесь нужно как бы для себя понимать, если вы в этой сфере хотите оставаться надолго, получать долгосрочный финансовый результат, или это не финансовая монетизация, то вы должны понимать, что те ошибки, которые вы совершили, или тот уровень стресса, который вы испытали, не есть чем-то плохим, а это есть ваш искренний путь, ваши искренние переживания, ваша эмоциональная вовлеченность, которая очень многими может оценена больше как плюс, чем минус. Итак, рассмотрим, как влияет стресс. Стресс может сильно влиять на ваше состояние или не сильно. В предыдущих видео я уже рассказывал, что уровень стресса можно разделить на 3 большие группы. Стресс, который ведет к состоянию нестабильное, если мы оцениваем свое состояние по уровню от 0 до 10, состояние, которое от 0 до 4, оценивается как нестабильное. Почему? Потому что поддержание этого состояния требует значительных усилий как физических, эмоциональных, энергетических. И самое стабильное состояние – это состояние 4-8 по 10-бальной шкале, которое требует небольших точных изменений, постепенная кропотливая работа, никто никуда не спешит. Наивысшее состояние, которое существует в колесе жизненного баланса, это состояние 8-10, когда все стабильно, супер-супер, вас переполняет желание об этом рассказать. Итак, давайте перейдем практически к оценке состояния. Вот, допустим, вы делаете проект, готовите какую-то там вечеринку, событие или ивент. Это ваше краткосрочное достижение, пускай это ваша какая-то первая презентация вашего нового видения, это презентация первых ваших достижений там, по карьерной лестнице, или это просто у вас какой-то юбилей. Если вы испытываете стресс на уровне низкий, то, скорее всего, вам нужно для себя понять, что это событие не должно занимать в течение недели продолжительной вашей занятости. Обязательно должен быть перерыв 2-3 дня. Если вы чувствуете, что времени не хватает, вам нужно привлечь достаточное количество подрядчиков, которым вы готовы делегировать какую-то часть работы, или привлечь единомышленников, которые бы чуть-чуть на 1-2% разгрузили вас. В краткосрочных достижениях наблюдается такое явление, как очень сильная вовлеченность инициатора все сделать самой или самим, или только я могу оценить это как супер хорошо, или только я сделаю это. Сделав первый проект, вы поймете, что это как бы классно, вы во все детали вникли, и второй проект, если вы будете повторять, то нужно там больше привлечь единомышленников с целью делегирования им какой-то
работы. Если вы первый раз планируете проект или событие долгосрочное, то здесь, сделав долгосрочный проект, вы уже приобретете тот профессиональный опыт, и ваш профессиональный опыт будет полезен в том числе и во взаимодействии со стрессом. Именно вот в долгосрочных проектах ваше взаимодействие со стрессом уже приобретает какое-то осознанное явление, и оно подвергается планированию. Итак, если вы при долгосрочных достижениях испытываете чувство стресса, то вам примерно один раз в месяц нужно обязательно подводить итоги, анализировать, какое событие вызвало самое сильное эмоциональное переживание, то есть вы испытали уровень стресса там, по 10-бальной шкале на уровне 8-10. Если у вас таких событий больше 3 в месяц, то вам нужно привлечь профессиональных консультантов или единомышленников с точки зрения того, чтобы обсудить последствия этого стресса. Если последствия этого стресса очень сильно на вас влияют, вас истощают, то нужно брать небольшие паузы для того, чтобы понять и переформулировать цели проекта. Если у вас такое стрессовое состояние на протяжении года идет из порядка одного события стрессового в месяц, это можно считать показателями нормы, не нужно этого бояться, это просто вы не имеете в этом опыта, и вам важно где-то поучиться, или если вы, получив уже какое-то теоретическое образование, делаете свой первый проект, испытываете стресс, надо с этим стрессом справиться, посмотреть на это с позиции юмора, обязательно это обсудить с теми, кому вы доверяете, кто могут вас эмоционально поддержать и кто может подсказать, как этого избежать в дальнейшем. Итак, сколько должно быть достижений запланировано на год, какой уровень стресса мы можем запланировать и сколько достижений краткосрочных мы можем планировать на год так, чтобы не испытывать стресс. Если вы уже в профессии более 2 лет и уже состоявшийся эксперт в своей сфере, то вам нужно минимум одно долгосрочное достижение за год планировать. Это может быть достижение в сфере карьеры, это может быть ваша однократная или неоднократная попытка вникнуть, нужен ли вам собственный бизнес или какой-то пассивный бизнес, или это участие в каком-то партнерском проекте, но одно долгосрочное амбициозное достижение за год должно быть запланировано. Приступите вы к этому достижению за год или не приступите, это вопрос вашего уровня подготовки, внешних факторов, насколько это вам нужно. Но в любом случае планируйте, наступит такое время, когда в одно время найдутся и средства, и единомышленники для того, чтобы этот проект запустить и реализовать то, о чем вы давно мечтаете. Что касается краткосрочных достижений, они помогают мобилизовать ваш опыт, использовать те ресурсы и возможности, которые есть в вашем распоряжении. И я не буду открывать вам страшную тайну, если у вас есть каких-то 10 краткосрочных достижений, запланированных на год, то это будет вполне легкая цель, но у вас получается одно краткосрочное достижение в месяц. Это может быть какая-то концентрация на каких-то тематиках, допустим, благоустройство вокруг дома, это может быть спланированный ваш отдых, который влияет на качество вашей жизни, это может быть какое-то спортивное достижение или участие в соревнованиях, это может быть обязательно 1 или 2 раза в год запланированное обучение по профессии или по смежной профессии. Это достижения, которые вас развивают, которые выводят вас из монотонности этой жизни и которые дают вам самое главное – опыт. Именно опыт и многочисленные переживания дают вам глубину переживания качества вашей жизни, и это помогает вам оценить жизнь во всех ее проявлениях. Всем, кто посмотрел это видео до конца, желаю хорошего дня. Подписывайтесь на наш канал, пересылайте это видео, оставляйте комментарии, нам будет это все полезно. Желаю всем хорошего дня.